Всем привет! Меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. Сегодня я отправляюсь в каменный дом у реки. Давно там не был, прошло примерно уже, по-моему, 1,5 месяца с последнего посещения. И мне очень интересно узнать, как обстоят дела, все ли на месте, стоит ли этот дом. Дело в том, что погода у нас хорошая была все это время. Соответственно, люди, рыбаки, моторные лодки. В общем, массовое облюднение реки произошло. Со мной сегодня путешествует Сергей, Сережка-поварешка. Но, как обычно, он идет по берегу, потому что очень много всякого материала строительного, вещей. Ну, а вам желаю тоже сесть поудобнее, разместиться так, чтобы вас не укачивало, как меня сейчас. Нарезайте себе бутерброды, наливайте чаек, кофеек. Погнали! Приятного просмотра! Опа! Хо-хо! Вода, тетрадка, веник. Еще были гости, оставили тетрадку, воду, веник, как вы видите. Еще один. Да, второй теперь. Все вроде в порядке, ничего не тронули, ничего плохого не сделали, наоборот, только хорошее принесли. Перчатки еще, кстати, рабочие, 2 пары. Так, Алексей, строитель, Сережка, поварешка, Лесной код 63, приветствуем вас. Мы, подписчики канала Лесной Строитель, по фрагментам ваших видео поняли, где находится каменный домик. Так как хорошо знаем эти места, у нас рядом дача. Решили навестить в один из выездов на лодке, так как очень любопытно. Оставляем эту тетрадь в конверте, чтобы не промокло. Бутылку воды и новый веник, зная вашу любовь к чистоте. Спасибо за ваш канал, вашу любовь к природе и такой тщательный подход к съемке. Посмотрим все ваши видео и посмотрели все ваши видео и всегда ждем новые. Людмила и Александр Ф. 27.06.2024. 3.07.24. Еще одна запись. Пришел по воде с Федоровки Сергей Чекров, ну, не знаю. Неразборчиво. Да, если я неправильно прочел, то извините. Извините, да, нас. Да, ну, кстати, вчера я у тебя тетрадку спрашивал. Да. Я говорю, есть у тебя тетрадка, возьмем, оставим для записи тетрадь. И вот Людмила и Александр принесли и оставили ее, то есть хорошо, теперь она есть. Людмила, Александр, большое вам спасибо за подарки, нам очень приятно. Да. Вам заводу респект. Заводу вообще отдельное спасибо. Мы, кстати, с тобой взяли 5,4, 9 литров воды, а тут еще пятак. Да. То есть, ну, может быть, мы ее так и оставим, пускай будет в запасе. Да, может, кто-то придет, да, захочет, то есть мы свою выпьем, а это, пожалуйста, приходите. Итак, сегодня по плану закончить уже с внутрянкой. Ну как закончить? Покрасить все стены, покрыть краской. Соответственно, ночевать мы здесь не сможем остаться, скорее всего, да, то есть, ну, чтобы не нюхать эту краску, не вдыхать. Чисто такой рабочий денек. Да. Цели прям сделать фазенду, да, какую-то крутую здесь дачу, там классный домик, такой цели нет. Потому что, повторюсь, таки место очень проходимое. И хотелось бы посмотреть, то есть, как люди воспримут это строение. Если здесь все будет в порядке, например, до следующего года, то почему бы и нет? То есть можно уже улучшить все, сделать более качественно как-то, не знаю, там какие-то нововведения ввести, я думаю, повесить, люстру, ну, понятно, короче говоря, да.
Грунтовки осталось очень мало, поэтому сейчас со стен просто сметем пыль. Грунтовать не будем, потому что грунтовки просто практически нет. Ну и сразу будем покрывать краской. Долго думал, как насчет цвета. Мне кажется, что белый цвет, без всяких добавок, без всякого там колера, да, будет идеальнее всего. То есть просто покрасить все стены внутри в белый цвет. Будет светлее, ну и, соответственно, праздничнее. Вот. Как на свадьбе. Невеста в белом в платье. Ну, а у нас будет каменный дом внутри весь белый и красивый. Да, эту стену тяжело будет красить. О, да. Тут она вся вон в этих изъянах каких-то. Щербатая. Вот это еще более-менее. Ну и та. Ну, сейчас и начнем. Ту стену прям вдвоем. Да? Встанем и нормально. Да. А между тем волны немножко стихли. И это хорошо. Есть шанс уплыть сегодня все-таки домой вечером. А то поначалу, когда сюда я шел на байдарке, такие прям поднимались аж с барашками. Кстати говоря, давно пора обзавестись спасательными жилетами, так как сплавляться по реке без них небезопасно. И вы не поверите, в Комусе можно их приобрести. Почему для меня это удивительно? Дело в том, что я прекрасно помню, как работал менеджером в одной конторе. И каждую неделю нам заказывали канцтовары именно в Комусе. Было это лет 10 назад, но сейчас времена изменились, и Комус это уже не только канцтовары. На сайте komus.com вы можете найти все для стройки и ремонта. Я, например, покупал там гвозди, когда мы делали крышу в доме. Также есть электроинструмент, спецодежды и нужный мне сейчас спасательный жилет. В общем, друзья, Комус сегодня это не только канцтовары, поэтому обязательно посетите их сайт, делая ремонт в своей квартире или доме. Да и за другими товарами для дома и бизнеса обязательно заглядывайте. Ссылку на сайт я оставлю в описании под видео и закреплю в комментарии. Решил немного здесь подчистить, убрать вот эти вот кривые пьяные полы. А то заходишь и все полы буграми. Сегодня вот зашли, Серега жалуется, говорит, что-то неровно, надо пора бы уже убрать. Все, убираю этот весь хлам отсюда. И, кстати, уровень потолка, ну, соответственно, уровень пола опустится, и удобнее будет ходить в помещении. Ловите! Ну что, пришла пора поменять дверь. Но тут сразу же выявился один огромный косяк. В общем, дверь прибита, вот эта вот коробка прибита на гвозди, но это полбеды. А вот петли на дверные, да, тоже посажены на гвозди. Я как бы думал, что тут будут саморезы обычные, и взял с собой шуруповерт, чтобы их выкрутить. Гвоздодер я не брал. Каким-то образом попробую топором, наверное, сейчас эти петли снять, сдернуть их. И займусь уже дверью. То есть сначала я коробку вот эту подгоню полностью туда, вплотную к стене, потому что ее выдавило каким-то образом, либо вырвало просто.
подгоню туда, закреплю с бетонной стеной, пропеню все это основание, да, чтобы никаких щелей не было. И уже потом буду как-то делать дверь. Это у меня первый опыт изготовления двери, вот именно такой с утеплителем внутри. То есть обычно я делал дверь просто из досок, да, там в землянках 3-4 доски, вместе их сколотил, вот дверь готова. Здесь уже что-то более серьезное нужно сделать, более аккуратное. Получится ли это, я не знаю. Ну, по крайней мере, попробую, поэтому строго не судите. Хотя судите, в принципе, без разницы. Потом напишите в комментариях, что вы думаете о моей двери, которую я сейчас сделаю. Что, попробуем снять каким-то макаром петли. Закладные, все, которые здесь были, две, то есть снизу и сверху, они уже сгнили напрочь, поэтому я думаю, стоит их заменить. У меня идея состоит в следующем, то есть каким-то образом их достать, но это не проблема, а плюс-минус что-то подходящее по размеру туда поставить и вокруг запенить, чтобы она намертво держалась. И уже после этого дверную коробку я закреплю к этим закладным. Пени, в принципе, минут 15-20 надо будет, чтобы она схватилась. Как раз за это время мы с Серегой пообедаем. Достаем гнилушки. Отлично.
Ну что, друзья мои, вот такая вот дверь будет. Брус 40 на 40. Естественно, сейчас я все скреплю это, сделаю укосину. Наверное, даже две. То есть где-нибудь на середине и от низу. То есть две укосины у меня пойдет. После чего с одной стороны зашью все доской. От поддонов, между прочим. То есть у меня в гараже 56-60 досок от поддонов, такие ровненькие, но с дырочками от гвоздей. Но это не критично. Зашиваю с одной стороны доской, потом вставляю пеноплекс, утеплитель, подрезаю как надо по размерам. Где нужно, запениваю. И с другой стороны тоже зашиваю доской. Соответственно, дверь получится теплой, ну, благодаря утеплителю, да, пеноплексу, и в то же время относительно легкой. По крайней мере, мне хотелось бы достичь именно этого результата, чтобы она не была тяжелой. И опять-таки с помощью шуруповерта работа просто облегчается в разы. То есть я просто не представляю, как в советское время собирали все с помощью ручной отвертки. То есть у родителей стенка стоит огромная, у мамы точнее, отца уже нету, в зале. И там все собрано под шурупами под обычную плоскую отвертку. Естественно, шуруповерта не было, там в 80-х каких-то годах лохматых. И вот так вот люди вручную собирали. Ну, конечно, это издевательство над людьми. И хорошо, что в век технологий мы можем пользоваться вот таким вот инструментом. Итак, мы имеем дверь зашитую с одной стороны. Теперь надо сюда установить утеплитель, которым послужит обычный пеноплекс. И все щели, которые будут у меня, да, я просто запеню. И потом зашиваю еще раз доской с наружной стороны.
Ну и так как толщина бруска 40 миллиметров, а толщина пеноплекса всего лишь 30 миллиметров, то есть получается сантиметр зазора остается, то есть он может люфтовать. Из-за этого я еще вот так вот пену нанес волнообразно, да, чтобы когда доской начну зашивать, за счет этого пеноплекс прижался, то есть, ну, за счет пены растопыренной, да, который вот этот сантиметр добивает расстояние между доской и пеноплексом из-за толстого бруса. Доска прижмет пеноплекс с помощью пены, которая на пеноплексе. С дверью закончено. Досок осталось добротное такое количество. И мне кажется, будет неплохой идеей, я думаю, это не плохая идея, эти доски пустить сюда. Вот так вот. И просто вот так вот эту стену закрыть доской. Если вдруг что-то останется, то еще туда пустить, на ту сторону дальше. Если ничего не останется, то так и оставить пока временно так.
до следующего раза. То есть, а в следующий раз привезти еще доски халявные. Причем халявные доски мы нашли с Серегой, между прочим, недалеко от нашего дома. Так получилось, что мы живем рядом. И кто-то выкинул доски от поддонов. Они были, правда, с гвоздями. Мы подъехали, в прицеп закинули, а уже в гараже я потом с гвоздодером все эти гвозди повыдергивал. Ну, согласитесь, обстановка кардинально изменилась, да, за сегодня. Уже вот такая вот приятная стена здесь. Серега, кстати говоря, сжигает весь мусор, который был после разбора этого дома. То есть здесь, помните же, да, и целлофан был, и битум, то есть, ну, рубероид, очень много всякого хлама и мусора. И он беспалевно занимается сжиганием мусора. Поэтому я вам даже это не показываю. Чтобы вы этого не видели. А раз вы этого не видите, значит этого нет. Подписчица Наталья из Нового Уренгоя. Привет, Наталья. Уже не в первый раз присылает презент для моих строений, да, для тех мест, которые там я либо строю, либо ремонтирую, либо мы ремонтируем. То есть, вот. И на этот раз она прислала вот такую вот, ну, не скатерть, а ткань, который можно повесить на окно, да, и это будет занавеска такая симпатичная, красивая. Здесь кораблики нарисованы, плывущие по воде. Я думаю, сейчас можно будет как раз-таки повесить эту занавеску, чтобы немножко все-таки расслабиться, выдохнуть. И уже потом заняться столом. И уже после стола, наконец-таки, ужинаем. Потому что, повторюсь-таки, мы сегодня здесь не ночуем. Я не рискну здесь ночевать. Зачем это лишний раз вредить своему здоровью, правильно? Пусть лучше все проветрится до завтра. Ну и там в следующий раз, когда мы приедем, уже здесь можно будет заночевать с удовольствием. И, кстати, надо будет заняться заделыванием всех щелей и дыр в доме. Их очень много, поэтому надо будет взять с собой аккумуляторную пилу, чтобы пилить вот эти вот обрезки стволов деревьев, которые еще у нас остались. И вот там будем запихивать их и пенить. Плюс ко всему нужно еще будет сделать систему подпорок, усилить. Вон подпорка пришла. Ты что там трешься? Плюс ко всему нужно будет сделать систему подпорок для того, чтобы крыша надежно держалась и никуда не поехала. Ну, у нас она давно поехала, а в доме нужно, чтобы она закреплена была надежно.
самое главное, я считаю, что мы как... Ну, я как автор идеи, и Серега с Женьком как те, кто помогал в ремонте этого дома, должны оставить запись первыми. Поэтому сейчас я здесь запишусь самым первым, ну, потом Серега, и в следующий раз, когда Женек здесь появится, тоже он запишется. Мы напишем какое-то пожелание каждый от себя тем, кто сюда будет приходить. Все будут приезжать, заходить, отдыхать, дарить нам веники, приносить воду, ну и оставлять записи в тетрадке, кстати говоря, тоже в том числе. Поэтому оставляю запись, и сейчас еще заодно Серега запишется. Серега! Лучше тушенку оставляйте. От тушенки не откажемся. Запись иди оставь, тушенку. Ну, это шутка, конечно же. Людмила и Александр, спасибо вам, что оставили тетрадку и ручку. Мы не успели как-то это сделать. Кстати, недавно взял в одном супермаркете лотерейный билетик, ну, с этим, с выигрышами. В шестерочке. В шестерочке, да. И типа, ваш выигрыш. Я потер. На протяжении 30 дней с данным лотерейным билетом я могу покупать целлофановые пакеты по рублю. А они стоят 8, между прочим. И у меня Родилась идея, бизнес-план. Бизнес-идея, да. Родилась бизнес-идея. Стоять рядом на кассе в шестерочке. Покупать по рублю и сразу продавать. Нет, и продавать пакеты по 6 рублей. Кстати говоря, я в детстве в 6, по-моему, лет стоял, и на рынке Аменева, вот где мы живем. Ну, я помню, да. Да, я там орал, продавал пакеты, стоял, кричал: дешевые пакеты, самые лучшие. Ого. Мы с бабушкой ездили, покупали их что-то там где-то, сигареты еще покупали. Когда еще поштучно можно было продавать, да? Да. И, короче, я орал там с этими пакетами, потом любовные романы какие-то продавал. Ну, в общем, занимался бизнесом. А я сдавал бутылки. Я, кстати, тоже. У бабушки с дедушкой за Волгой. Там же, ну, отдыхающих много. Вот. И была турбаза. Я там с продавщицей, которая торговала, соответственно, напитками, в которых была соответствующая тара. Янтарная жидкость. Нет, не янтарная. Там немножко другая жидкость была. Пшеничная. Пшеничная такая солодовая жидкость. Вот. Мы с ней договорились, я ей там рыбки давал, ну, потому что с дедом на рыбалку ездили. А она не отдавала всяким бабулькам, а давала эти бутылки мне. И потом дедушка их отцу ящиками привозил, мы их сдавали, и прям у меня было на тот момент хорошее количество денег, которые я тратил на CD-диски и книжки. Я, кстати, даже на фотоаппарат накопить смог. Ого, Да, не, ну вот это круто. Ну, а этот такой Ну, пленочный. еще пленочный даже, да? Ну, у родителей у меня где-то до сих пор, наверное, валяется. Как и Polaroid, кстати. Вот. А Polaroid я, кстати, продал. Причем за 3 рубля купили. Аж прикинь, вот не так давно. Они спросом пользуются. Polaroid сейчас пользуются спросом, но только единственное, да, его... Карточки не найдешь нигде. Во-первых, не найдешь, а они стоят, ну, очень дорого. Прям очень. Хотя, конечно, карточки там получаются шикарные. Ну, моментальная съемка. Да, у меня у папы был, я помню, Polaroid. Там вообще прям, ну, прикольно. Классно. До сих пор, кстати, лежит. А я продал. Я как барыга, я всегда как бы... Вот он, лесной барыга. Да, я же менеджер по специальности, менеджмент организации. Ну, вообще, по натуре я барыга. Да. Спекулянт. Да. Даже видосы впариваю людям. За деньги, между прочим. За деньги. Но сейчас телеграм-канала нет. Еще раз повторяю. Ни платного, ни бесплатного, никакого. Да, то люди спрашивают, где телеграм-канал. Его нету. Некоторые пишут, типа, зачем ты меня удалил с телеграм-канала. Я никого не удалял, никого в черный список не отправлял, не банил. Просто канала теперь больше нет. Все. Поэтому, если хотите, пишите комментарии под этим видеороликом. Можете, кстати, плохие комментарии оставлять.
Сейчас Серега готовит нам какое-то интересное блюдо. Ну, как всегда, других мы в репертуаре не держим. Как бы то ни было. Ну что, друзья, раз уж я здесь оказался, будут поварешки от Сережки. И сегодня у нас достаточно интересное блюдо, на мой взгляд. Я увидел его первый раз. Называется оно стирфрай. Но это даже не название блюда, скорее это техника китайская обжарки мяса с овощей. Можно использовать абсолютно любое мясо и любую абсолютно комбинацию овощей. Мы возьмем самое простое. Это свинина, лук, болгарский перец, чеснок, шампиньоны. И все это будет в кисло-сладко-остром соусе, для которого нам потребуется соевый соус, острый перец, перец молотый, сахар и уксус. Лучше, конечно, рисовый. У меня его не было, я взял яблочный. Но не берите спиртовой 9%, иначе будет все очень-очень кисло. Что? Погнали. Кстати, это блюдо можно готовить с гарниром, ну, с какой-нибудь лапшой или с рисом. Мы сегодня решили не заморачиваться, просто сделать мясо с овощами. Вот теперь погнали. Для начала нужно сделать соус, для которого нам потребуется... Ну, в рецепте в оригинальном было 6 столовых ложек соевого соуса. Но мне кажется, это будет многовато. Поэтому я использую чуть поменьше. Наверное, 4 будет достаточно. Далее вливаем уксус. Затем у нас идет красный перец. Я здесь много взял, но думаю, прям не так много надо. Черный молотый. Тоже, я думаю, не все. Вот сахар, я думаю, весь добавим для сладости. И крахмал. Добавляем крахмал. Вот крахмал, я думаю, весь. И теперь просто все это перемешиваем до однородной массы. Шампиньоны я уже нарезал такими вот, видно, я думаю, слайсами. Значит, перец надо будет нарезать соломкой, лук кольцами, чеснок пластинками. Вот. А мясо мы нарежем тоже соломкой. Вот. Я не буду показывать, как нарезать овощи. Я думаю, вы без меня это прекрасно знаете. Мы уже встретимся на, соответственно, жарке. Добавляем грибы. Теперь закидываем овощи. И главный секрет, их надо жарить очень быстро, чтобы они были с сыринкой. Ну и теперь главный ингредиент этого блюда — соус, который мы приготовили. Вот такой. Заливаем. Ну что, накладываем. Остренько, сладенько, Кисленько. кисленько. Соус вообще бомба, на мой взгляд. Я готовил это первый раз, но мне понравилось, я буду готовить дома. Обязательно. А еще я как свинота решил поесть из сковородки.
Это при том, что у тебя свинячий тазик с собой. Да, свинячий тазик с собой. Очередной, такой более маленький по размеру. Ты решил увеличить масштабы свинства. Да, и поесть из сковородки вообще как свинья. Ну, я думаю, многие из вас тоже же любят, там, знаете, яичницу там, с помидорками, там, с бекончиком пожарить, и потом шкрябая по дну сковородки, трескать ее, хомячить со сковородки. Это же классно, ну, согласитесь. А если она антипригарная? Тогда не классно. В общем, как всегда, банальные слова. Берите что-нибудь поесть. И вам тоже приятного аппетита желаем. И что-нибудь попить. Да. Ну, у нас все равно вкуснее. Тем более с таким видом на Волгу. И на костре. Мгм. Давно, кстати, просили блюдо на костре. Вот, пожалуйста. Как говорит один мой знакомый блогер, это просто великолепно. Не знаю такого. Ну, есть у меня один такой знакомый, который всегда так говорит. По-моему, да? Сидятся. Сейчас солью лишнюю воду. Оба. О-хо-хо! Погнали! Ну что, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. И если мы не утонем, то вы еще будете смотреть наши видеоролики. А может быть и нет. А может быть и да, а может быть и нет. Всем пока! Пока-пока. Можешь передать привет маме. Дима, передай привет маме. Помнишь рекламу? Да. Да, передаю привет маме и папе. One love. Не отвлекайся, солнце еще высоко. Работай, раб. Женек, он договорился вообще уже 2 недели. Видишь, сидит на цепи, не появляется. Да, Женек, где бы ты ни был, передавай привет. В любом случае, ночевать здесь будет невозможно. Краской дышать мы не хотим. Создания мы нежные. Да, Серег? Да. Дядьки уже взрослые. Зачем нам это? Пары, краски. И потом мультики какие-нибудь смотреть. Веселые Ага. истории. Экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. Пара-папам, пара-пара-папам. Пара-пара-папам-пам-пам. В журнале Ералаш. Пара-пара-пам. Пиу! Все. Надо. Что, пришло пора. Тьфу. Ну что, пришла пора. Бывает. Ты радуйся, что у тебя пока вот есть дыра для разговоров, отверстие, вот этот вот люк. Я ведь заделаю в следующий раз и закрою дверь изнутри, и все. Ай, кажется, голова застряла. Она слишком большая, слишком умная.